Где-то мы уже это видели, да? Конечно же, Гданьск, сервис. Я здесь занимаюсь ерундой, вам чуть позже об этом расскажу. А сейчас я здесь нашел грузовик один, который должен прийти к нам через неделю для водителя. Тут, кстати, может быть, он уже даже не один. Вот он. Наверное, это он, именно если брать он. Но точно что будет с такой вот цифрой. У нас грузовик. Кстати, я думаю, это тоже наш. Будет, конечно же, что-то добавляться. Ну, а так... Угу. Здесь только я вижу, что есть колпаки. Сразу добавленные, выкрашенные крылья. То есть бампера идут тоже черные сразу. В краске, не так, как в моей версии. Ну, в салоне, я думаю, там все будет точно так же, как и у всех. Все в чехлах. Кожа, с красной прострочкой. Версия V8 идет. То есть у меня кожа просто без красной прострочки. Ну, такое вот отличие. Планшет тоже вижу, что среднего размера. То есть кнопки есть. И ящики вверху. Ну да, еще, конечно же, здесь защита стоит. Здесь стоит защита. 10 декабря, Стокгольм. 10 градусов тепла. Зимой даже не пахнет. Всем привет! Вы на канале Tracker in Scandinavia. Мы с вами в Скандинавии. И, собственно, вот отголосок к моему недавнему видео про то, что я говорил про опыт, про разные работы в Скандинавии. Вот вам, пожалуйста, пример, когда вы можете работать в Скандинавии и не видеть зимой снега. Вот. Поэтому, ладно, не об этом. Собственно, я был в Польше, я выгрузился и загрузился на Дальний Север. Все подробности чуть позже, будем ехать по дороге. И уже там границу будем подъезжать к границе. Граница будет новая. И после этой границы, на моем канале я имею в виду новая, останется 2 границы, которые я еще на своем канале не пересек. Поэтому запасайтесь всем, чем вы любите запасаться. Кто чаем, кто пивом, кто едой. И погнали дальше. И у меня новость о Скании. И почему Скания уже стала не той. Какая с ней главная проблема, в том числе в моей. Ну что, друзья, вот теперь другая немножко, да, атмосфера, все по-правильному. Я в Скандинавии, 2-й день у меня начался. Я возле Вуме и еду на выгрузку первую. Там один палетик нужно скинуть, и валим мы в очень крутое место. Обстоят у нас дела перед Умеей за 20 километров вот таким образом. У нас почти -3. Но я когда приехал, было где-то 0, потому что все было, слякоть была, а проснулся, уже все стало замерзшим. В общем, проехал я вчера, у меня обнуленный километр от заправки топлива, то есть проехал я 700 километров от Нюнинсхамна до этой стояночки. Здесь стояночка просто такая, перебиться, тут нету ни туалета, ни воды, ничего, поэтому заранее нужно где-то либо куда-то заехать, либо после. Сейчас я уже проехал, как выезжаем, следующий съезд, там ресторанчик с туалетом, туда можно заехать в туалет. Вот. В общем, в целом, да, у меня есть новость, по которой я был в Скании, но я вот вчера лег, полежал, подумал, и что, расскажу я вам эту новость уже в новом году. Эта новость ошарашивающая просто. Она вообще перечеркнет мой весь прошлый контент, мое отношение к Скании. Возможно, кто-то от меня отпишется, полетят хейты и так далее. Поэтому я приберегу его, полный рассказ,
поговорим точнее об этом. Мы в новом году будет сразу такое первое видео. Разоблачение Скании будет оно называться. И как Скания докатилась до такого. Вот. Ну а в данный момент я еду в место, в котором я не был с 2019 года. Но, ребят, я вам сейчас немножко поясню. Именно не в место, а вообще в те края. Ну, я вам скажу уже, что мы едем на Финмарк, и мы едем не в Альту. Вот, мы едем дальше, мы едем интереснее. В 2019, когда я катался по тем местам, там настолько все было быстро, настолько все было в усталом виде, что на самом деле я не успел насладиться этими местами. И я вот с тех времен потом в Хирентесе ждал, но так и не выпало мне рейса. То есть максимум я в Хирентесе ездил на Тромсе. И дальше тоже в этой фирме, в предыдущей, в которой я работал, то же самое было, только Тромса. Да, в феврале, кто знает, я съездил на Вольве на Альту. И сейчас уже в этой компании я также съездил один раз на Альту. Но сейчас мы едем дальше, и мы с вами откроем новую границу на моем канале. Утьёки граница будет у меня называться. Также мы с вами проедем и сделаю я обзор такого, я его называю городок, логистический центр. Типа такого. Там происходят перегрузки, там собираются на стоянке все основные рыбные компании, которые катаются по дальним северам. Всех можно там увидеть. Стояночка с душем, с туалетом. Последний раз, когда я там было все развалено, разломано. Но посмотрим сейчас. Может, там сделали какой-нибудь ремонт, а может и нет. Вот. Значит, это городок Танабру будет у нас. Что еще? По границам, ребята. Вот давайте пройдемся по карте с вами, чтобы все понимали. Я назову вам все границы. От грузовые, где есть таможня. От самого юга Норвегии до самого севера, что всем все было понятно. И все границы я вам, кроме 3, но не сегодня, завтра мы закроем этот самый момент. То есть после этого видео останется только 2 границы, по которым мы не ездим. Погнали. Свинесунд, самый юг. Следующая Орья. Следующая Эда идет. На 16-й дороге нету таможни, поэтому мы туда не ездим. Следующая идет у нас Остби. Затем Сторлиен. Затем Тарнаби. Затем у нас идет Юнкердаль. Ну и, конечно же, Бьорнфилд. Бьорнфилд является крайней границей Швеция-Норвегия. Все. Это конец. Следующие границы с Норвегией только у Финляндии. И начинается у нас с Килписjärve. Следующая Кивиломпола. На Килписjärve видосы у меня были еще и в Хирентесе. Кивиломпола. Не так давно было видео. Следующая Карасек идет после Кивиломпола, но туда мы с вами попадем. Когда-нибудь попадем. Но не сейчас. Мы ее перепрыгиваем и едем на Утьёки. Ну и последняя граница уже Финляндии с Норвегией, самая северная, самая крайняя, это Нейден, самая маленькая, до которой нужно ехать по узкой самой дороге по Финляндии. Ну и дальше у нас уже только единственная осталась граница, это граница с Россией. От Киркенеса идет она на Мурманск. Вот, собственно, вам географически небольшой урок. Ну и у нас регион Финмарк. Его сейчас когда-то, то есть это был регион отдельный Финмарк, губерния, да, и была Тромса. Сейчас их объединили и стало Тромса-Финмарк. Ну, так объединили, поэтому так и назвали. Тромса и Финмарк. Вот. Но в целом мы имеем в виду, когда Финмарк, я поясню сейчас еще моментик такой, что когда вы загружаете где-то в Норвегии, да даже и в Швеции, и на складах больших, и там написаны города такие вот, откуда вы забираете свои палеты. Там Осло, Берген, туда-сюда, Тромса. И Финмарк всегда просто пишется отдельно. Вот писался Тромса, и следующее, может быть, еще Альта могла быть написана, и просто было написано Финмарк. И под Финмарком подразумевается весь этот крайний северный регион. Ну и, конечно же, в этом видео, наконец-таки, точно так же с 2019 года я попаду в Раванием, город Финляндии, где живет Санта-Клаус. Я не знаю, что мы с вами там постараемся увидеть. Я туда приеду. Я 1000 лет там не был. И
посмотрю, похожу, посмотрим, ну, попробую провести небольшую экскурсию там, что мы сможем с вами увидеть. И я осуществлю мечту, может быть, многих детей, если мы увидим Санта-Клауса, собственно, который там, может, где-нибудь будет ходить. Вот, в целом там все очень дорого, но давайте, теперь все по порядку. Значит, первая точка в уме у меня выгрузка. Затем магазин. Нет. Вначале у меня выгрузка в уме, в магазин я пойду в Скилифтее. Заправка в Лулее, и потом мы с вами въедем в Финляндию, и следующая точка у нас будет Равания. Что ж, умею потихонечку подсыпать, засыпает. Но здесь тоже не совсем стабильная погода зимой. От слова совсем. То потечет, то валит. Ну, короче, такое. И здесь мы ее по кругу объезжаем. О, прикиньте, даже... Не, едет. Я думал, буксует. Нет. Ну, просыпан весь, конечно, это объездная, как получается. Мы объезжаем по кругу центр. Через центр проезд запрещен транзитом. Вот. Ну, здесь стандартная дорога, мы просто едем по четверке. И все. Здесь несколько колец, и где-то там будет у нас выгрузка. Я не совсем даже уверен, что это правильно я еду. Но приеду по факту, у меня потом есть номер телефона, наберу. Как бы фирма та, примерно место то. Там палет, наверное, какие-то, может... Я даже сейчас не знаю, может, какие-то запчасти там или что там для той фирмы. Сейчас узнаем все. Здесь тоже в уме был у меня магазинчик, в который я очень сильно любил заезжать, тем более днем, например. Но там сейчас делают какие-то стройки, что-то там делают. И, в общем, там теперь, возможно, нельзя будет остановиться. Это очень печально. А что я туда вечно целился? Там я даже ночевал, стоял на магазине без проблем. Там продается мало в каких магазинах в Швеции, в кубах. Да и в целом вообще продается именно горячая еда, то есть разная. Там была картошка, рис, рыба, мясо, котлета какая-то, что-то. То есть все это вот горячее, свеженькое лежало. Ты набираешь сколько тебе надо, платишь за граммы. Вон там этот магазин. И там сейчас что-то там застраивают, все. И кьюшка. На кьюшке также можно стать только одной машинки, и больше там места нету. И то не на долгое время. И то есть выходило, поесть можно было реально, ну, 10-12 евро, но это очень хорошая такая была порция, притом, например, с лососем. Вот добрался я до местечка. Здесь мусорка, умея Energy. Поэтому буду сейчас звонить контакту, чтобы кто-то за мной приехал. Что-то мне подсказывает, я здесь был когда-то уже. Пока стою жду, решил заварить я себе чайку. Хотя, стоп, какой-то вон трактор едет. Не за мной ли он едет? Вот так вот он все красиво делает. Чайник на 220 от моего инвертора идет. Кружку. У меня была сканевская кружка керамическая, но я ее подарил детям, которые гуляли, снимали там свои тиктоки, снимали мою машину. Это я когда был на Дракоше. Вот. Ну и попросили какой-нибудь сувенир, я им подогнал ту кружку. Теперь у меня осталась только такая кружка. Но я был в Польше, и мне еще теперь достался вот такой вот кубок бесплатно на заправке. Вот, про заправку BP. Заправка BP, у меня есть аппликация для нее. То есть я каждый раз получаю там бонус. То есть я заправляюсь выше, там, по-моему, 500 литров, получаю 30 злотых, которые я трачу в магазине. Ну, с этой кружкой, типа, немножко выходит дешевле кофе. Это не бесплатно. Ну, дали.
Далее она новая, поэтому, может, если кто-то мне попадется по дороге, из подписчиков подарю ему эту кружку. Ну, это не кружка, как правильно, стакан, да? Стакан многоразовый такой, как бы стакан, он плотный. Вот. Поэтому обращайтесь. И вот вам шок-контент. Я тут устроил свалку, потому что все по-быстрому делал. Так, это надо доесть. И все аккуратно. Конфета. Конфету надо съесть. Обязательно это вывалилось из пачки. Я просто здесь все накидал за 2 дня. Обычно вроде все стоит нормально. Но вот мне нравится это место в Скане, что сюда просто так вот все сгружать. Я жертвую, то есть морозилка. То есть есть конфигурации, у которых будет один холодильник, один морозильник. За дополнительную плату, естественно. Ну, такой же, так? Только морозильник. Ну, вот. Но мне нравится именно вот больше в этом исполнении, как есть... Что можно сюда просто вот это все складировать, да, чтобы все только закрыто было. Ну, в принципе, потом все вынял, протер, например, и все дальше у вас в порядке. Собственно, вот это вот, плюс вот это вот. А что еще? Что-то ж еще было. Блин, я забыл. Ладно, короче, не помню, что было. Вот, то есть, то, что я тратил свои эти... злотые. Я купил салфетки. А где эти салфетки? О! Для кожи по-быстрому протирать. Вот. И пол, и руль, и сидушки. Ну, то есть это вот 30 злотых мне дали, я на них набрал, там доплатил, там сколько там еще? 10 злотых. Вот, поэтому да, в BP в Польше прикольная тема. Мне это дело нравится, когда что-то где-то на халяву вам все равно выпадает. То есть плюс там собираются баллы отдельно с каждой заправки. И эти баллы можно менять на купоны. То есть вот, например, я заехал, за 1 злотый я купил кофе, купил хот-дог. Вот, все, поехал дальше. То есть круто, круто. Ну, а, естественно, кто недавно смотрит «Циркуль», это норвежская тема. Я по всей Норвегии бесплатно в течение года набираю кофе сколько хочу. Горячего шоколада в моем случае. Обычно кофе я не пью. Вот за мной сопровождение приехало. Я тут уже разложился, булки начал мазать маслом. Чайку заварил. А тут поехали. Ну ладно, сейчас быстро палетик выкину. Выйду за ворота, позавтракаю и погнал. Вот что у нас остается. Там, чтобы больше была нагрузка, можно было еще больше смело наверх пару палет. Как раз вот один поставить было там, было бы четко. Получается у нас пустых. Здесь 3 метра, здесь почти 2, 1,5. Так, кто-то тут прицеп, походу, потерял. А, нет, полностью машина, наверное, легла, да? Да. Нет, прицеп его только. Как так вышло, непонятно. И в канаву водную он ушел. Продолжение последнего видео, когда все замерзало. Здесь вот такой я вариант принял на данный момент. Приоткрыл форточку, чтобы можно было дышать. 27 градусов стоит, в ручном режиме 5, и только на лабаш идет у меня воздух. То есть, чтобы не на максе валило. И непрерывно, чтобы они ходили. Ну, сейчас стало получше. Немного. Здесь немного есть моментики вверху, а так в целом ходит. Ну, осадки меньше стали. Пока что нормально. Но сами дворники замерзшие. Ну и да, -1. Тут как бы мокрый снег еще идет. То есть он то увеличивается, то усиливается. Но сейчас его нету. Идет такая морось мелкая, гадкая. Ну и дорога скользковатая на всю дорогу. По всему, точнее, маршруту. Я подбираюсь к Скелефтее. Эх, метет. Специально поставил дворники в верхнее состояние. Врубил автономку, пока пойду. Кстати, да, теперь я с телефона могу управлять автономкой. Об этом я вам чуть позже расскажу по поводу кривого предложения Scania Driver, которое так они во всех сервисах рекламируют.
Но на самом деле это просто какой-то кошмар. Ну что, покажу вам немножко цены и что я куплю. Здесь, конечно же, в каждом магазине встречает елка. Так, возьмем корзинку и по... Так, я не знаю, большая мне, наверное, не надо. Мне хватит и маленькой. Все для Нового года. Эльфы. Или как они, гномы. В Швеции также и в Норвегии тоже приняты елочные базары, продают живые елки. Я пока что... Я видел, но телефон с собой не брал, чтобы вам показать. Так, ладно, я иду туда. Хотелось бы мне какой-нибудь тортик съесть, но я потерплю до дома. Такие вот у них тут тортики. Цены в целом по 15-17, 25 вот есть евро, да? Ну это по килограммам я тоже цена. О, почти, короче, 35 евро торт. С ума сойти можно. Хотя у нас, если заказывать в Беларуси под заказ, то выходит то же самое. Так. Я, если честно, до конца не знаю, что я и сам хочу. Вот вам готовая еда. Типа для меня, да, в микроволновку кинул и разогрел. Цена по 5, короче, с половиной по 5. Ну, тут поменьше есть. Тоже все от грамм зависит. В общем, в целом, чтобы вам было понятно, делите на 10 кроны. И, ну, чуть-чуть, понимаете, что это чуть-чуть дешевле, чем делить на 10. Есть блины, панкейки. По-польску налесники. Здесь куры продают, но это ика. Ну хотя в целом нет, цена тоже нормальная. По 7 евро за курицу одну целую. Берете и там используете ее как хотите. Ножки съедаете, что-то в суп, что-то можно с рисом, с гречкой смешать. Примерно цены где-то поменьше, где-то побольше. В среднем в районе 7 евро. Вот что я точно возьму, так это испанскую колбаску. Кстати, цена хорошая очень. 3,5 евро, нормально. Под пивко. Пивко у меня есть. Пивко мне сейчас не надо. Здесь также я люблю взять что-нибудь. Здесь есть мясные такие вот ребра большие, маленькие. И куры также. Все свеженькое, вкусное. Ну, цена выходит тоже очень адекватная, хорошая. Когда берете. То есть ребра на целый вечер вам за 10 евро можете взять горячих с пылу жару. Ну, рыба. Рыба цены кусачие. Я вам так могу сказать. В Швеции, да и в Норвегии. Что тут? Вот есть в пачках, например, такое. Есть такое. Это вот за 54 вот это. Я возьму одну. 150 грамм. Вот лосось филешки 149 крон за килограмм. Так, овощи, фрукты, мне это ничего не надо. А что я вообще взял? Колбасу, рыбу, красота вообще. Огурца надо взять мне. Иковского. Выки мне больше нравятся вот эти вот огурцы, которые длинные. Они не такие водянистые, как бы более-менее плотные. Ну и когда тоже выбираю, чтобы был потверже. Цена у нас 19,90 за 2,40. Ну, мне 2 много. Мне не надо. У меня есть еще с Польши. Я брал эти. Ну, такие, как у нас, только там они искусственно выращенные, короче. Все равно доесть надо. Вот картошка. Вот есть на развес. Можете ковырять сколько надо. Цена, я думаю, в Беларуси у нас сейчас дороже картошка стоит, чем в Швеции. Но, конечно же, по вкусу белорусская рядом ни в одной стране не стоит с белорусской. Сами, я думаю, понимаете. Мы белорусы, картофельные люди. Нужно гимн нам переписать обязательно. Весы сразу тоже берем что-то. Если на развес, хоп, на весы.
Стикер все наклеили и пошли. Телек можно постоять, посмотреть. Вот цена у нас за 65-ку смарт. Почти 6000 крон. Ну, 550 евро. LG это у нас. Хорошо. Так, тут для геймеров у нас отдел. Мне ничего не надо. Я иду в молочку. Мне, в принципе, больше ничего-то и не надо. Мне нужна была молочка. Молочку покупаю в Швеции, в Польше я не покупаю молочку. Так, сметана. Сметана лактоз-фри не то. Вот крем-фрюхель 34%, большая банка. Лактоз-фри. Так, где без лактоз-фри? Я не вижу. Вот натурально. Лактоз-фри. Да ё-моё, что-то я не в том отделе, что ли. Да, наверное, я где-то не туда повернул. Вот сюда надо. О, другое дело. Вот, масло беру постоянно шведское. 82%, все как положено. За 500 грамм. 6,5 евро, считайте. Дрожжи есть. Кому надо, все есть. Все полностью в Швеции продается. Соки. Разные цены от 2 евро и до 10. А где же обычный отдел? Или я что-то где-то не до... Здесь йогурты. Так. Здесь... Так, ладно, я увидел то, что мне надо было. А, все, я вижу. Вот я беру творог такой. 500 грамм, 4%. Вот такая вот цена у него. Это 4 у меня порции. И вот сметана обычная. Я просто забыл, как она выглядит. А где цена на сметану? Наверное, вот это. Да, это будет вот это. 2,5 евро. Сметана. С творогом, с сметаной. Завтрак, ужин, что угодно. Так, ну здесь отдел заморозки. По заморозке, так как у меня есть теперь индукционная микроволновка. Вот, смотрите. 3 коробки за 89 крон. Шикарнейшая цена. Что тут можно взять? Котлету с картошкой, какие-то макарохи, паста, рис, паста другого вида. Здесь у нас какое-то стекло стрёмное. Также есть шницель, вон, тоже с картошкой, с овощами. В общем, любой может найти себе, что надо, если вдруг есть у вас такая штука, как у меня, стоит в кабине. Но мне это ничего не надо. Хотя, подождите, а почему... А, блин. Проблема в чем, что у меня морозилки нету. Я обычно беру, если 2 коробки, то тогда как бы нормально выходит. Но сейчас я, наверное, 3 будет. А, у меня мороз на улице, я, в принципе, это положу в ящик сзади, и все у меня будет в порядке, правильно? Сейчас я дальше пойду в глубокий мороз. Так, возьму пасту вот такую. Возьму рис я с какой-то херней. Вот картошки здесь эти замороженные не берите, оно все невкусно. И пасту вот такую вот я возьму. Такого вида. Ну и все. Все, я пошел на кассу. Посмотрим. А, пачку чипсов каких-то зацепить надо, похрустеть. На выходные под футбол, под пиво, под колбаску испанскую. У меня еще рыбка есть. Так, где у нас? Вон, туда надо. Здесь также на развес есть история. Вот такая вот. Здесь-то в целом, вот она, единая цена, 199 конфеты. Ну и орехи тоже 199. Получается, это за 100 грамм, да? Если я ничего не перепутал. А, нет, это за килограмм 199. Ну, то есть считайте. По граммам можете брать, тоже, в принципе, не сильно дорого. Есть натуральные чипсы вот эти вот. Всем рекомендую, кто любит такую тему. Недорого, и это очень вкусно. Таких чипсов нет нигде, только в Норвегии. Ну а я же, вот эта вот штука мне надо. О, я мягенько люблю, у меня зубов нету. Повыпадали все. В принципе, за такой пакетик, сами видели все, что я взял. 330 крон. Тут отминусовано все по акции.
Так, проверить 2, что-то там 95. Это творог, так. И паста отминусована 15. Все, 30 евро. Так, какие-то новые тачки в пленке. На немецких номерах тестятся. Я не знаю, кто это, может, новые Мерсы, Вити. Но они на зарядках стоят. Я вам слил секретную информацию. Фу, блин, снег в рот попал. Так, ну мы поедем далее. У нас следующая точка, это у нас заправка. Заправка в Лулее до полных баков. Чуть-чуть подмогло, они стали мягче. Я аккуратненько ляпнул и лед отпал. Но сам он никуда не собирался отваливаться. Так, ну что мы? Все, блокировка продолжает работать при заведении. Ну что, пробуем тронуться под горочку на блокировке без разгрузки. Экспериментируем, да? 8 тонн я имею на ведущую ось. Хрена с два. Ладно, чуть назад попробуем. Она просто гребается на одном месте, поэтому блокировка в таких ситуациях по барабану. А вот перегрузка как раз таки даст нам все, что мне надо. И притом раскачиваться лучше с одной осью, а не с блокировкой. Поэтому выключить. Выключим ее, выключили мы все. Так, окей. Не хочет ни вперед, ни назад. Сейчас мы дадим больше, значит, разгрузку. Все. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Видите, как засели мы на лёдике? Не тут-то было. Поехали. Поднимаем. Я еще, да, кстати, сразу не поднял ось на прицепе, надо было. Ну что ты, чел? Че стоишь? Помеха справа? Окей. Я так понял. Так, нам 127 будет километров. 127 километров до заправки. Ну, там уже близко и граница будет финская. Значит, сегодня у нас 11 декабря. А 21 декабря самая длинная ночь. Ну, там и так уже будет ночь, куда я еду. Не обязательно самая длинная. Полярная ночь. Полноценно. Так, у нас Хапаранда направление. У нас здесь горочка. Горочка, горочка. Прикиньте, не подумаю, всего будет смеха. Двухосник, все, здесь бы уже стоял бы. Тусовался. Это вот частое явление. Трехосник, конечно же, тоже где-то с места, где-то так. Он, понятное дело, он не идеален. Но все же проблем гораздо меньше. И меньше, я всегда говорю об одном, рисков. Зачем лишние риски, когда можно их избежать? Все, погнали. Можно включить точнее обратно противобуксовку. Противобуксовка ограничивает ваш крутящий момент. Кто не в теме. И поэтому где-то, если вот такие ситуации, где надо, чтобы колеса не перестали вращаться, то нужно отключить противобуксовку. В Скане здесь этот рычажок, он просто нажимается, загорает противобуксовочная система, активированного в внедорожном режиме. То есть даже оно как бы может не на все 100% отключает ее, ну как-то, короче, это работает. Ну то есть у вас
не пропадает крутящий момент. Вот. Но в обычном режиме еду я со всеми включенными. Значит, на сегодняшний день у меня пока что еду. Так, вернем назад мы ленивца. У нас помеха на нашей полосе с аварийным значком. Вот. Я еду, у меня включены пока что как бы помощники. Ну, здесь нету таких ни серпантинов, ни спусков. Это четверка. Вот. Только как бы подъемы. Поэтому у меня ретардер, помощники все включены. Вот. Здесь единственное, что сейчас мы отключаем все вот эти помощники, потому что они, толку от них не будет. Сейчас все это запропадет. Так, здесь у нас выскочил я только из скелефты, и уже какие-то тут эти самые проблемы у кого-то, что-то. Тесла. Все, наверное, приехала. Замерзла или что? Ну, может быть. Вот. Мчим. 13. Слушайте, я стартанул, я даже не посмотрел на время, отстоял я паузу или нет. Но мне повезло, я ее отстоял. Да, сейчас бы, конечно, был бы косяк. Ну что, все на этом, да? На этом стекло все. Недолго музыка играла. Вот будет так оно и мазать мне всю дорогу здесь, я так понимаю. Так, завтра по плану, завтра пятница, 12 декабря, и я должен быть к обеду примерно на выгрузке. Все зависит от дороги, как там что вообще будет происходить, конечно же. Хотелось бы успеть выгрузиться, ну и все, стать уже как бы на выходные. Надо обгонять, потому что что-то ребята тут собрались, как на пикник какой-то или что. Непонятно мне совсем. Конечно, ужасная колейка для обгона. И тоже, хотя бы вот в такой ситуации, трехосник реально лучше тем, что он стоит хорошо. В этой вот каше такой ужасно избитая. Она такая, знаете, ледяная, противная. Ни хрена не мягкая. Не успею я, наверное. Не буду я в такую погоду поджимать его. Со следующего раздвоения я его обойду, раз они тут зиму увидели. В целом дорожное покрытие нормальное, но только что, когда вот собираются они все тут до кучи, начинается вот это вот танцы с бубнами. Ну и, конечно, то, что вот он сейчас метет, у меня со стеклом лишь бы что. Целый день такой. Вот я жду, еду дальше, но я сейчас, то есть, как бы буду вот до Финляндии идти прямо как вдоль воды. Вот. И только на Финляндии я уйду влево. Надеюсь, в мороз хотя бы десятку какую-нибудь. А там пускай валит снегопад, что хочет, хайдет. Очистить стекло и спокойно ехать. Но да, еще мне, короче, часа 2,5 мучиться придется. Так, вижу я раздвоение. И как раз горка затяжная. А они не едут, да? Но, молодцы. Значит, еду я. Да, тяжело она у меня идет в этой каше. Но надо делать и этого. Вот самый главный виновник, который не едет, а сейчас, который там где-то 6-й, 7-й, 8-й, в итоге на этом подъеме остановится. Вот и все. Теперь меньше стекло будет засираться. Что, попробуем дворники выключить? Что будет получаться? Ничего не будет получаться. Периодически я еще... Хотя нет, может, подожду. Подсохнет, нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Да едь ты давай, ну.
Да ну, вы что, шутите? Ну это издевательство. Чувак, проедь туда дальше, там почисти. 45. Он идет. Только я со всеми разобрался, да? Я еще вот подтапливаю вот эту вот всю историю периодически. Но оно на время хуже делает омывателем, пока он вообще работает. Сейчас мы это все зальем. И пусть шморгает. Вот у меня окошко, я все вижу. Значит, что он делает? Он поливает, наверное, да, вот это реагентом в Швеции. В Швеции, да, они поливают. Как бы сыплют, поливают тут по-разному они. Хотя вот утренняя ситуация была, я проезжал Умею, как будто там специально все сделали. Они за ночь расшоркали все, залили это все, дали, чтобы это все замерзло к утру, и утром там был каток. Вот. А первое, когда я выезжал, это вот ехали в 10:30 было. Вот так у нас это происходит. Ну что, дальше его кто-то обойдет или так и буду за ним ехать. И сейчас там этот сарай, который вон там где-то 10-й по счету, остановится. Вот здесь вот прям где-то. Ну ладно, он там поливает, им они будут шкрябаться. Я люблю ехать в городом одиночестве. Только вот, конечно, беда у меня с этими, со стеклом. Высокие, да. Я читал ваши комментарии, естественно, конечно же, высокие резинки – это тема. Но, как всегда, с приходом зимы, в последнюю очередь, я думаю о дворниках. Но надо будет что-то подумать. Надо будет что-то подумать. Или найти эти вот насадки, чтобы насадить поверх резинок, попробовать. Кстати, да, такой интересный комментарий был, и в целом я задумался, что ни разу я эту тему не подымал, ничего не говорил. По поводу того, когда идет снег, что сверху на крышах машин собирается снег, лед, все эти дела, как с этим здесь происходят дела. Ну, в смысле, как здесь с этим все происходит, как с этим борются. Я вам скажу так, что 98% по Швеции, Норвегии никто этим не занимается. Все выезжают, и все это слетает со всех машин. Ну, так как движение вот не сильно большое, то где-то смотришь, где-то слетело, где-то по стоянке можно попробовать это дело еще скинуть. Вот. В целом есть. В Швеции я, наверное, не скажу, я, наверное, не видел ни разу, чтобы стояла вообще стойка эта. Ну, фигня эта, под которую подъезжать и чистить сверху крыши. В Норвегии есть. Зачастую ставят на стоянках. Сейчас вот я видел, там новые стоянки делают. Также там ставят эту штуку, чтобы подъезжали, как бы чистили. В другой ситуации, то есть я, например, вот сегодня утром там выезжаю, или в любом другом месте, где нету этой штуки, я выйду и поеду. Я никогда в жизни не полезу наверх ничего счищать. Я не собираюсь оттуда слететь, сломать себе ногу, спину, шею и все остальное. Вот. Мне нужно работать, а не херней заниматься. То есть здесь, это в порядке вещей. Здесь легковушки даже зачастую, можно видеть, они не расчищаются. Они просто стекло хлоп рукой сгреб там, да, или этим лопатой. И поехал. И поехал, все, потом оно там отвалится может. А может нет, так оно пускай сверху как бы и налипает. То есть здесь это норма без проблем. Любой швед, норвег, все они выезжают. У них, если есть возможность, конечно же, как на тенте, зайти внутрь, там постучать палкой в потолок, шваброй, чтобы хоть как-то это дело там
разбить на мелкие куски лед, когда замерзает, да, слой, корочка вот это вот. Но в целом, да, у тентов просаживается их этот брезент, и у них, конечно, с этой фигней немножко все похуже. Вот стоянка большая, пожалуйста, нету ничего здесь и ничего не будет, хотя мы уже как бы, наверное, нет, или это не это место, мы скоро пересечем, короче, Заполярье, вот. Поэтому здесь это норма, не надо это как бы там пугаться, кто-то в шоке, как так, там снег, там лед слетает. Да, то есть видишь, машина выезжает со стоянки, то есть тогда прими решение, либо жестко отпускай ее, либо быстро успевай пройти, пока он не выехал. Потому что нужно понимать, что с него будет сейчас, когда он начнет разгоняться, от ветра начнет слетать снег, лед, да. То есть здесь-то, ну, кому-то слетит, но ему страховка это все покроет, если что-то вдруг побьет. Но у меня вот за все годы, сколько, 8 лет, да, не было такой проблемы никогда. Никогда я нигде никому ничего не повредил своим льдом. Я же и на тентах, и большую, точнее, часть времени в Скандинавии я проездил на тентах. Вот. Где была возможность у меня, либо я пустой, либо можно было пройтись, я проходил. Там этой шваброй постучишь, побьешь, это отвалится там. Но это даже редко было, я вам так скажу. То есть мне нечего тут врать, чтобы каждый раз я там что-то чистил, где-то отбивал. Нет. Нет, потому что здесь это норма. Вот и все. На стояночке в Норвегии где-то, ну, я покажу, конечно же, где есть эти стойки ставят. Где-то, как только на первую вот вам нарвусь, там и покажу. Что это за прыжки у меня тут? Это она так у меня пробуксовывает, типа, да? Видите, что робится? Да, дадим нагрузочки, чтобы не выпендривалась. Вот и все, поехала дальше нормально. Здесь такой он плавный, такой затяжной небольшой вот подъемчик, но, значит, слишком каточек. Но вот сегодня, как я выехал, Умею проехал вот этот участок, который я говорил, 3 километра. То есть меня конкретно передок начал вот так вот поднашивать. Я такой, ага, опачки, скинул скорость. Я повернул на снег туда на выгрузку, там хорошо проехал. Ну и потом вы уже сами видели, что я вперся в посыпалки. Тем временем у нас 2:30, и у нас уже почти темно. Сейчас приеду на заправку через 18 км, пока заправлюсь, то уже будет полностью темно через полчаса. Ну и чем дальше, тем темнее. Добрался до заправочки, уже темно. 3 часа, как я и говорил. И что? Оттаять. Дворники, дорожка стала нормальная, -5 в Лулее. Сейчас дворники поотбиваю, почищу стекло, и уже дальше полет будет идеальный, я думаю. Немножко грязь еще летит, но сейчас за Лулее выйдем, движение станет меньше. Я думаю, все уже будет с чистым стеклом, без всяких проблем. Вот и съезжаю я на съезд на 4-я дорога, она же Е75 по Финляндии, которая поведет нас в сторону Равании и потом от Раваниями до уже Утьёки, до границы. Граница с 10 работает, поэтому посмотрю, во сколько я там сегодня закончу, во сколько надо стартовать. Ну и сейчас у нас -9. Посмотрим, что там дальше у нас будет по погоде. Так, там что-то робится. А, там викинг ДХЛ подцепил. Сломался, наверное. Volvo Викинг.
О, даже на мопеде минус 15. Минус, сейчас где-то минус 12. Вот я, собственно, здесь. Здесь есть заправочка со стоянкой, но написано, что 2 часа только максимум. Это кто хочет на грузовике заехать. Вот. А я не понимаю, где мне перейти дорогу. Вот, что я не понимаю. Где-то пойду я туда, наверное. Здесь вся эта движуха находится. Ничего не понятно, где вход, где что. Но сейчас я постараюсь минимально пройтись и посмотреть. Конечно, погодка шикарная. Где-то периодически сияет, но сложно словить. Ничего не видно пока что. Слабенько, ладно. Что ж, потихонечку сияет. Это хорошо. Так, я иду. Без понятия, куда я иду. Но куда-то я иду. Вот я куда иду. Ух ты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Попробуем. Получается у нас, да? Получается. Хорошо. Слушайте, сейчас у меня отвалится рука держать телефон. Конечно, погодка здесь четенькая. Мы идем к направлениям. Я видел такое на фотках. Ну и попробуем еще тут, смотрю, куда можно пройтись. Туда пройдем. Короче, здесь, ребят, на самом деле я вам толком так все досконально не расскажу, но место крутое и денег здесь нужно вывалить огромное количество. Например, вам расскажу. Вот все направления, куда что. Где которое мне подходит. Сингапур 9395. Так, Берлин, Лондон. Все дела. Минск. Есть Минск? Нету Минска. Минска, наверное, нету. Обделили. Слуцка надо день написать. Так. Рома, Мадрид. А, вон Нордкап. 600 с чем-то до Нордкапа. 690 вроде, 680. Ух. Как тут красиво. Круто. Короче, здесь есть место. Отель. Где-то он здесь находится. В котором с 21 на 22 число цена 2000 евро за ночь. В чем фишка? Там просто стеклянная крыша, и вы можете наблюдать за северным сиянием. А включено в эту стоимость всего лишь только завтрак. И больше ничего. Так, здесь люди все тоже фоткают, что-то снимают. Я иду к снеговику. А вот, наверное, это Йолупуки, Санта-Клаус. Собственно, да, зовут Санта-Клауса Йолупуки. С 8 до 20 вход свободный. Я опоздал. Ребята, опоздал на полчаса. Но зато вот такой прикольдесный тут снеговик есть. Что, жаль. Но ничего. Еще мы побываем здесь. Тут я думаю, день нужно. Тут 2, тут и горки всякие есть, аттракционы, катание на собаках, на оленях, на чем-то хотите, можете кататься. Вот, изо льда полностью сделано. Welcome to Snowland World. Здесь что-то платное, закрытое. Так, я же двигаюсь. Куда двигаюсь-то? Сейчас я на жопу упаду. Туда еще пройдусь. И вот сюда погляжу. Санта-Клаус Holiday Village. Здесь такие вот кубышки теплые, я так понимаю, есть. Здесь сидят, кайфуют в них. Интересно, любой туда может сесть? Но здесь и такси катаются по дорожкам. Так, одна рука отмерзла мне. Ресторан 3 Элвис. Приезжайте, гуляйте.
Таких мест, в принципе-то, мало где есть. Ну и тем более здесь дом Йолупуки, Санта-Клауса, который у нас Дед Мороз есть в Беловежской пуще, а здесь на всю Скандинавию есть Йолупуки. Ну и для всей Европы также он, я так понимаю, в авторитете. Таксоны тут только одни могут шорпаться, короче. Здесь есть еще один снеговик. Я случайно в первый раз его пингвином не назвал. Похож. Ну и конечно, чуть я мимо не прошел. Здесь у нас, собственно, находится почта Санты, куда приходят все письма от детей. Также уже закрыто. Рузвельт, коттедж, 1950 год. Во как. Я чуть мимо не прошел. Вот это нормас дает, да? Класс. Красота. И куда она идет? Вот так. Круто, конечно. Просто что-то с чем-то. Я, наверное, отсюда не уеду сегодня. Класс, конечно, класс. Как оно выдает. Все, пора, потому что руки я оставлю здесь. Оно просто издевается, преследует меня. Ужас, отвлекает от дороги. Просто, я вам серьезно говорю, кошмар какой-то. До чего же это все красиво. Жесть. Все, надо ехать. Ехать надо. 12 градусов. Лапы отмерзли. У меня еще 2:20 вождения. Может, еще стану где поглубже, может, еще посияет немножко. Что тут за движуха какая-то? Автобус, остановка. Это все тут за сиянием так наблюдают? Ну да. Только у меня ничего не видно. Ну, а что именно здесь? Столько людей. Блин, я аж сам чуть не остановился. Короче, тут что-то происходит на дорогах. Просто жесть. Я вижу только что, как все стоят везде. Где только можно. Аварийки повключали, потому что фигачит сейчас капитально. Тут вообще что-то, фар куча, кто, где, куда, непонятно. Люди вон какие-то, вижу, ходят. Вот это жара тут, конечно, видите, своя движуха. А здесь... здесь куча туристических автобусов. Тут стоянка, и тут все... Смотрите, что робится, смотрите, что робится. А здесь... Это врезались они, что ли? Так загляделись на сияние, что врезались? Серьезно? Ну да, в кювет слетели, точняк. Вот это да. Турист с рюкзаком. Я в шоке вообще, что происходит. Я сейчас понял, почему я не успел к Санте-то. Потому что у меня перед лицом время-то еще машинное, в Финляндии плюс час. А у меня получается, стандартное шведское, норвежское, польское время. Вот, а в Финляндии плюс час. И я как бы и смотрел, я знал, что до 8 часов работает. Но и вот я забыл совсем про время финское, что плюс час, и в итоге я промазал. Финишировал я на сегодня в минус 15. 22 у нас часа. 9-очку я делаю и вылетаю на границу. Как раз должен зайти за 3 часа к 10 к открытию. Может быть чуть-чуть 10-20, где-то так. Наглядный вам пример работы планшета в мороз. В сраку только можно тыкнуть. О, одуплился. Да я спустись, чтобы уровень у меня немножко угол спальника был получше. Сейчас заглушу ее. Но так, как бы знаете, сон одним глазом, надо тут поглядывать на морозик среди ночи под утро, чтобы стартануть.
Что, жопа у меня чисто во льду. Ух, автобус пошел. Завтра как я буду ее открывать, эти двери, это вопрос хороший. Все-таки удалось мне узреть еще раз. Не успокоился, я не лег спать. Сел перекусить немножко, высунулся в окно и на тебе. Ну давай, разгоняйся потихонечку. О, ничего себе, крутяк. Ух ты, сейчас я выйду немножко в другое место. Вот откуда растут ноги. Все, теперь можно ложиться спать спокойно. Городок Инари. Это последний крупный город в сторону Норвегии. И у нас еще 164 километра до самой границы. 8 утра, минус 22 градуса. Дальше только лес. Ну и небольшие такие деревушки. Ну красотень, по городам едешь. Конечно, класс. Столько снега. Жаль, что у нас сейчас в Беларуси такого уже нету. Там, если где-то и выпадет снег на полчаса, на день максимум, то там же он и растает. И особенно на Новый год у нас мрачная происходит картинка. В лучшем случае, если мокрый снег пройдет, хотя лучше вообще, чтобы ничего уже не шло. Так, а туда у нас, по-моему, граница на Россию идет, кстати. Так, здесь я перекидку не делал, но что-то решила пробуксовать. Ну, нормально. Ну, дорога, конечно же, полет хороший, морозная, классная дорога. Речки уже замерзшие, здесь вовсю везде катаются на снегоходах. Видите, трассы как раз фигачены на речке. Тут, я думаю, на машинах ездят, не только на снегоходах. Я перепутал название городов, назвал вам предыдущий город Инари. Нет, Инари я только сейчас заехал, потому что на знаке увидел Инари. А до этого было Ивара. Ивара. Как-то так. А, запах торфа, я слышу, еду. У нас тем самым 9 утра. По финскому получается уже 10. По финскому 10. Вот так выглядит день на данный момент. Как-то. Ну, естественно, такой же атмосферный, как и Инари. Короче, я уже запутался. Где Инари, где Ивари. Тут что-то интересное. Минус 13, минус 14. Ну, дорог по всей дороге. Максимальная температура, которая была, это минус 26. Буквально там минут 5 от силы я проехал в такой температуре. И все. Так стандартная около 20 держалась всю дорогу. Ну и держится. Шикарная погодка. Вот вам Финляндия, как она есть. Большая ее часть. Сейчас уже ближе к Норвегии, только когда буду подходить, появятся у нас горки немножко. Ну, не немножко, а нормально. Ну, а потом уже, значит, план такой. Я заеду в Тану, в душ. Ну, и покажу вам это место, стоянку. И затем мчим мы на выгрузку. На выгрузку мчим, и сегодня я должен выгрузиться. Ну и, а потом, то есть я почему и в душ заеду, чтобы на всякий случай, есть вариант, что я там и останусь на Батсфьорде стоять 45-ку, вот, но все-таки предполагаю, что меня спустят на низ, на Танабру. Ну и, естественно, я проеду туда. Пока что погода, кстати, ясная, вам повезло, поэтому будет
что-то видно на какое-то время, посмотрим. Сейчас у нас по норвежскому 9:40 получается. И олени периодически ходят, но маленькими количествами, по одному где-то, но есть. Но я не про оленей, я про то, что посмотреть, как дорога, как я проеду до выгрузки, и нужно ли будет мне в обратную сторону надевать цепи или нет. Как-то погода пишет, что там что-то будет, вроде как и ветер, и снег, и это, и то. Потому что нагруженную загрузка у меня сейчас шикарная. Вот. То есть у меня прицеп легче, чем ведущая ось, но назад пустым. Нужно будет подумать, посмотреть, как и что. Но я думаю, в принципе, все будет нормально. Если будет мороз, то мне как бы снег по барабану будет абсолютно. Будет он идти или не будет он идти. На движение это никак не повлияет. 26 у нас в 20 километрах от границы, или там 25 где-то плюс-минус. А понял я, что на улице сильный мороз подскочил, потому как начало мне сжигать Scania ноги. Вот здесь вот так работают датчики, что в первую очередь сильно начинает, если ВАЗ стоит в автоматическом режиме, то есть у меня сейчас стоит все в автомате, да, 22 градуса в автомате, и вам сразу начинает печь в ноги. Кстати, вот в районе стекла смотрю, что вот как бы еду, не первый день уже, ой, в смысле не первый раз уже 26 было, и как бы, ну, ветер не гуляет, это хорошо. В Вольве он здесь присутствует постоянно. Но стекло у меня обычное, не двойное. Если было бы двойное, то вообще было бы шикардос, конечно же. Но так, в принципе, тоже нормально. Ну, продолжаем. Небо, конечно, тоже красивого цвета. Светло, ясно. Это очень хорошо. Пока что. За границей. За границей Финляндии. Может уже у нас быть все совсем по-другому. И туда ближе мы пойдем, получается, к Северному морю. Мы пойдем это туда. Вот. Поэтому, или там Баренцево уже. Нет, наверное, все-таки Северное. Надо посмотреть на карте. Все-таки Баренцево море. То есть тот край уже Финмарк, это Баренцево у нас идет море. Норвежское море, оно идет у нас где-то примерно от Тромса, может быть от Альты, где-то в ту сторону. Но это Северный Ледовитый океан у нас. Все это Северный Ледовитый океан. Тут такая церковь интересная стоит среди всего белого. Так, у нас камнепад будет скоро. На такой горке. Матаяври. Что ж, 26 держится очень долго морозец. На границе, ну, в теории должен быть, конечно, чуть-чуть меньше. Но не намного. Все, здесь вот уже у нас такие вот примерные похожие подъезды в Норвегии. Но в части Финмарка здесь, ну вот конкретно уже, которые идут последних 3 перехода, то вот они более такие здесь низкие, так сказать, пониже, чем все остальные. Более плавные здесь заезды, спокойные, без всяких особо проблем. То есть здесь зимой, когда стоит мороз, то вообще, то есть, в принципе, тут 3 месяца в году, здесь проблем нету никаких, абсолютно. Ну, здесь это широкая еще дорога у нас идет, это Е75. А вот идет на Нейден, там 92-я, она узкая, довольно-таки узкая, то есть размениваться там с кем-то тяжело, но, в принципе, и грузовых на той дорогой ходит очень мало, то есть от слова совсем. Если я сейчас, например, вам скажу, я вот час 31 у меня осталось, то есть я 3 часа еду, навстречу ко мне попались только два, короче, грузовика с полуприцепом именно.
Норлох там пролетел. И еще какая-то норвежская фирма одна. Все. Вот они и утьёки. Охионка. Еще второе название. Только непонятное. Вот два названия в Финляндии. Это вот распространенная такая штука. Практически всегда пишется два названия. То есть два финских языка, наверное, я так понимаю. Два диалекта, и оно на разных пишется по-разному. Поправьте, если я не прав. Так, ракетник. Тут дети должны где-то ходить в мороз. Не ходит тут никто вообще нигде. Машинка он какая-то едет. И человечек тоже он идет, в принципе. Ну, здесь, да, что-то я погорячился, что мороз будет меньше. 25 на данный момент. По-моему, вот здесь... Кстати, да, школа была. Ну, здесь какие-то тоже еще учреждения, я так понимаю. Больница, что ли? Что такое? Может, нет? Нет, все-таки какие-то школы, наверное, тут у них университеты даже, вероятнее всего. Ну, я не знаю, как вообще в целом устроено образование в Норвегии. Здесь, по-моему, на границе... А, вот, да. Есть вот здесь табличка 11.21, это финская, и минус 24 пишет. По-моему, еще на самой границе будет. Тоже где-то там табло поблизости висеть. А я, кстати, оказывается, освежил я свою память, полазил я по фоткам. И именно в Батсфьорде я был в декабре месяце 2019 года. Когда я практически попал на ну, то есть на ночь, на полную ночь. Только это было, и вот если мне память не изменяет, 18-го это было декабря. Сегодня же у нас 12 декабря. Поэтому у нас в Батсфьорде будет не самый короткий день. Но в целом он... Так как ясно, вот если так же ясно будет, то в принципе все будет по-честному. Но если какие-то у нас придет тучка или еще что-то, то, конечно же, в принципе светла никакого не будет. Будет темно. Ну вот так. В принципе все. Вот так как сейчас, светлее оно и не будет в целом здесь везде. И вон у нас мост впереди, который соединяет у нас Норвегию и Финляндию. И где-то здесь... будка наша с таможней. В таможню я иду с экспортной декларацией и с твином. Так, а вот здесь по обе стороны можно стать или только по одну? А нет, здесь типа когда на Бёрдфилде. То есть здесь становимся сейчас и идем в будку туда. Ну не в будку, к таможенникам, короче. Здесь также можно попасть на контроль. Ну, везде можно на контроль попасть. Все. Здесь меня, кстати, на этой границе меня заставили рыбу сделать, чтобы она не текла. Я все-таки смог открыть двери. Без проблем. А ко мне идут на контроль. Хотят посмотреть. Вау! Что я везу? Я заглушил тягач, но таможенник пришел и сказал, заведи его обратно. Так как я жду, у меня проблема с документами. Новый номер мне сейчас сделают. Поэтому я завтракаю.